Fortnite — это эталон хайпа. Наилегендарнейшая игрушка, ставящая новые стандарты для игровой индустрии. Лучшая онлайн-стрелялка. Нет, онлайн-игра в общем лучший вариант игры-сервиса. Да, сейчас все расскажу. Fortnite Battle Royale вышел в 2017 году, изначально разрабатывавшийся Epic Games как зомби-выживастик со строительства. Блин, как же задолбало, все этот трейлер используют. Короче, был PUBG, стал популярный, Fortnite сделали свой Battle Royale, чтобы конкурировать с PUBG, и... у них получилось. Геймплей. Это стрелялка, Battle Royale. То есть, когда ты сражаешься с 99 людьми на большой карте. Fortnite — это очень веселая игрушка. В ней много разных пушек, предметов, которые могут себя очень забавно вести. Еще веселее это делать в отряде со своими друзьями. В моем случае, с моей женщиной. В Fortnite можно играть со смартфонов и других прочих устройств, да еще и вместе или против игроков на тех же компах. Именно так с Соней у нас и получается играть вместе. В Fortnite очень бодрый геймплей. Мувмент персонажа ощущается супер круто. Есть дофига паркур движений. И недавно даже перекат из Mirror's Edge добавили. Есть самые обычные пушки, которые, стреляют, пули летят из автомата моментально в цель. И также у дробовиков. Но интересно, как год назад в Fortnite была другая система стрельбы, когда пули имели свою скорость. Они падали. И надо было стрелять с опережением, что людям не понравилось. А вот мне понравилось. Ну давайте, закидайте меня помидорами. И относительно недавно все вернули как было. Есть разные забавные или очень крутые предметы. Есть импульсные гранаты, которые тебя нахер пуляют. Есть пистолет-присоска, который тебя притягивает к месту, куда ты выстрелил. Есть всякие катаны, с которыми можно резать людей или быстро перемещаться. Пузыри, щиты, перчатки Человека-паука нахер. И самое интересное, что в Fortnite еженедельно добавляют какие-то новые предметы, механики или достают из хранилища старые предметы или пушки, чтобы разнообразить игровой процесс. Вообще, термин «доставать из хранилища» означает возвращение какого-то предмета, который уже был когда-либо в лут-пуле. Вот настолько много пушек в игре, что даже есть такое определение. Прикол, да? А эта фраза произошла после ивента Unvaulting, в котором игроки голосовали, какой предмет они хотели бы вернуть в игру. И тогда в игру вернулся автомат Томпсона, который до этого убирали в хранилище. Позже я расскажу очень интересную историю, связанную с этим ивентом. А каждые 2-3 месяца меняются сезоны, которые являются что-то типа большими обновлениями, которые, как правило, кончаются лайв-ивентом, после которого на карте появляются новые места, геймплейные фишки. Да блин, они добавили скольжение по рельсам из Соника даже. И, конечно же, оружки и предметы. А каждый год меняется глава, и это глобальное обновление, с которым полностью меняется карта. Например, на одном ивенте буквально перевернулся остров. Обновляются игровые механики, как, например, паркур, добавляются новые, например, медальоны, которые даруют различные способности, и, естественно, новые пушки-игрушки и предметы. И это мега-хайп, ребят. В русском интернете почему-то я постоянно видел людей, которые говорили, что Fortnite для геев. Да, я, конечно, понимаю, почему они так могут думать. Но... стройка не такая уж и ужасная. Это именно та самая механика, которая выделяла Fortnite на фоне других игр жанра. Мне нравится, как старая карта была полна крутых холмов, гор, что намекало на использование своих стройматериалов в качестве мувмента. Жаль, такого почти больше нет. Стройка вроде как со стороны выглядит странно и даже как будто бы сложно и не обязательно. Но если ей овладеть, то вы почувствуете, как приятно через эту трудную механику делать киллы. Билдфайты заключаются в том, чтобы захватить как можно больше клеток вашего противника, потому что можно редактировать только свои постройки и делать разные окна, проемы и так далее, через которые можно стрелять. Не бойтесь, если что, в Fortnite есть режим без стройки, но об этом потом. Если ты досмотрел до этого момента, то ты супер крут. Подпишись сюда, а потом подпишись на мой ТГ. Говорят, там неплохо. А также на Телеграм Сонечки. Она, кстати, будет еще в этом видео. Режимы. Наверное, думая о Fortnite, вы представляете, что это Battle Royale, где надо строить всякую хуйню, чтобы выжить и остаться последним выжившим. Да, раньше было действительно так. Но еще были топовые временные режимы, по типу пол это лава, ледяные ноги, и даже режиму, в котором у тебя очень мало ресурсов для построек. Кое во что он потом превратится. Но теперь это огроменный выбор официальных режимов, а также различных пользовательских карт. Есть Battle Royale без стройки. Да-да, тот самый режим, в который очень круто и даже веселее играть. Есть Лего Выживастик, Музон и гоночки.
3 режима, которые, конечно, сдохли. И, ребят, это может непопулярное мнение, но я обожаю режимы с гоночками, которые Rocket Racing. Это очень недооцененный режим. Это гоночки, охуеть, да? Но в которых машинки могут прыгать, летать и по потолку ездить. С помощью этих мувов можно находить короткие пути, делать охереннейшие перелеты, да и просто кататься с ветерком. Не знаю, ребят, мне очень нравится эта игра. Возможно, это мне напоминает геймплей Ёжика Соника, а именно Sonic Riders, игры моего детства. Особенно похожа механика гравитации из Sonic Riders Zero Gravity. Ладно, давайте дальше к другим режимам. Есть режим, вдохновленный Counter-Strike'ом или каким-нибудь Valorant'ом. Есть даже режим с картой, которая была в игре целых 7 лет назад. Хоть для новичков почти бесполезно играть в этот режим, но для таких OG, как я, это круто. Да, я OG, вот и доказательство. Я играл в каждый сезон Fortnite хотя бы раз. Ну, кроме первого, второго и третьего. Присутствовал почти на каждом ивенте. Кроме самого первого. Потому что тогда был занят игрой в PUBG. Не, ну, ребят, я даже не знал, что существует такое понятие, как ивенты. А если не присутствовал, значит сервера были настолько заполнены, что была пиздецкая очередь, или игра просто вылетела. Или кошка нажала на кнопку выключения компьютера прямо во время ивента. С тех пор я предотвращал это, блокируя кнопку выключения деталькой от Лего, и сейчас наконец настройка в системе. Наверное, вы видели такую картинку в интернете. Это реально было шуткой. И да, в Fortnite действительно возможно, что Питер Гриффин танцует Гритти, в то время как Хацуне Мику крэнкает 90, чтобы зафулбоксить Киану Ривза и дать ему 200 с помпы. И потом Годзилла в Nike Air Jordan'ах пуляет в них лазером. Неплохо, да? Я сейчас описал типичный матч в Fortnite. Да, конечно же, все не так ужасно. В Fortnite теперь может быть кто угодно и что угодно. Будь это знаменитость, огромный рэпер или персонаж из мультика. Просто представьте, сколько бабла фармят Epic Games с одного только Fortnite. И на самом деле это круто, ведь таким образом они завлекают в игру самую широкую аудиторию, насколько это возможно. И появление всех этих персонажей даже объяснено лором. Бывают также коллабные временные режимы. Например, самый первый такой режим в 2018 году был с перчаткой Таноса, где первый, кто ее подберет, станет суперсильным и может всех хуярить. Потом сделали даже сезон, полностью посвященный Marvel. Дважды! Вне зависимости, нравится вам это или нет. Некоторые локации переносили из всяких Бэтменов, Бордерлендсов. И, конечно же, недавно была Годзилла, за которую можно было играть, если успеть в портал раньше всех. Не знаю, нахер добавили обувь? Типа, кроссовки стоят почти как реальные. Я, конечно, все равно гоняю только в кроссах, которые в боевом пропуске давали. Кстати, они есть у меня в реальной жизни. Конечно же, паль. Не, это, конечно, все круто, но... Ты хотела рассказать о твоей самой любимой... моей самой любимой части Fortnite. Именно лайв-ивенты для меня являются самой душой этой игры, самым хайпом, что отличает ее ото всех. А что это такое? Это события, которые происходят у всех игроков, во всех матчах, на всех серверах, одновременно. И самое главное, один раз в жизни. Больше не один раз в жизни. Так был же ивент, который прям в реальности был. Да, действительно был ивент, который проводили в Нью-Йорке на Таймс-сквере. Но мы, как игроки, смотрели задолбанной прямой трансляцией на маленьком экране кинотеатра. Это как ждать Нового года. Ивенты из реальной жизни, но намного круче. Я не знаю, как вы, но меня восхищает этот концепт, и перед каждым лайв-ивентом я постоянно очень сильно волнуюсь. И почему другие игры так не делают? What just happened? Или делают, но не становятся такими же охеренными. Самый лучший клип, который показывает ивент от глаз игрока, это от Немо Лейна на самом первом ивенте в истории Fortnite. Во! Летит что-то! Летит! Что это? Ой! Чё? Чё? Что? Я надеюсь, меня это не убьет? Вау! Охренеть! Насчет Лейна.
У него интересная история. Он был популярным ютубером по Fortnite, делал топовый контент и даже переехал жить в США. Но почему-то прямо сейчас у него удален канал на ютубе и все видео. Мне пришлось найти его перезаливы вообще нафиг на рутубе. И причина очень грустная. Об этом почему-то почти нигде нет информации. Сначала у него отняли тег автора, который дает авторам доход. Потом он вообще отсидел в тюрьме. И потом он страдает от психического расстройства, из-за которого он сбежал из дома и творит непонятные вещи. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Так, ладно, давайте продолжим про ивенты. Я выкладывал все свои записи ивентов по какой-то странной причине в ВК-видео. Туда же я еще выкладывал видео, где я повторил один баг, с помощью которого можно было якобы попасть в ивент раньше положенного. Какого хрена тут так много просмотров? Насчет этого ивента. Я был в этом видео у ютубера, у Поло. Я тогда каким-то чудом попал к нему в отряд на стриме и попал прямо на его запись. Вот доказательство. Вот я рядом со столом с магнитофоном. Стою прямо рядом перед ним. И так же, как и все, долблю автомат Томпсона. Еще до этого были стримы, на которых были микро-ивенты с раскопками, но я их, к сожалению, не нашел. Упова, если ты прокомментируешь под этим видео, то я съем эти бутеры. Куб Саня неиронично мой самый любимый персонаж из Фортнайта. Он появился в 5-м сезоне 1 главы из того самого разлома в небе. Мне было очень интересно наблюдать за его перемещениями. Люди из сообщества даже сделали целую карту, которая показывает буквально каждую секунду его перемещений. Его путь даже проходил через самую популярную локацию брошенные башни, где он даже сломал одно здание. Представьте лица киберкотлет, которые были в этом здании. Мне очень нравятся его звуки. Было очень прикольно делать всякие эксперименты с ним. Он поднял в воздух целый остров. С ним были крутые ивенты, в которых он утонул, а потом он взорвался. А еще у меня есть рюкзак с ним. Потом их вообще теперь стало много. А один из них стал добрый и синий. Потом появился желтый, который делал бейбиков. Королева вон у них есть. А, кстати, ребята, зацените, какую я 3D анимацию сделал. Думаю, я вам доказал, что Fortnite это эталон хайпа. А вы знали, что если я говорю «подпишитесь» или «subscribe», то кнопка подписки реально загорается? Не знаю, работает ли это, но на этом видео работает. Ну все, пока-пока, ребят. А, и еще YouTube, пожалуйста, дайте мне функцию озвучки на разных языках. Я очень ее хочу.